Постановление правительства РФ от 6 июня 2011 года номер 354, редакция от 31 июля 2021 года, о предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, вместе с правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. 11. Приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг. 114. При ограничении предоставления коммунальной услуги исполнитель временно уменьшает объем, количество подачи потребителю коммунального ресурса соответствующего вида или вводит график предоставления коммунальной услуги в течение суток. При приостановлении предоставления коммунальной услуги исполнитель временно прекращает подачу потребителю коммунального ресурса соответствующего вида. В случае, когда приостановление предоставления коммунальной услуги вызвано наличием у потребителя задолженности по оплате коммунальной услуги, исполнитель обязан опломбировать механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в многоквартирном доме за пределами или внутри помещения, которым пользуется потребитель-должник, и связанное с предоставлением ему коммунальных услуг. Приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг не является расторжением договора, содержащего положение о предоставлении коммунальных услуг. В случае, если приостановление или ограничение предоставления коммунального ресурса в отношении нежилого помещения в многоквартирном доме вызвано наличием задолженности по договору с ресурсоснабжающей организацией либо отсутствием письменного договора с ресурсоснабжающей организацией, предусмотренного пунктом 6 настоящих правил, у потребителя, чье ресурсопотребляющее оборудование присоединено к внутридомовым инженерным сетям, указанные выше действия по ограничению или приостановлению предоставления коммунального ресурса осуществляет лицо, отвечающее за содержание внутридомовых инженерных сетей по заявлению ресурсоснабжающей организации. Если ресурсопотребляющее оборудование такого потребителя-должника в нежилом помещении присоединено к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения до ввода в многоквартирный дом, введение ограничения потребления в таком нежилом помещении осуществляется ресурсоснабжающей организацией в соответствии с законодательством Российской Федерации о водоснабжении, водоотведении, энергоснабжении, теплоснабжении и газоснабжении. Абзац введен постановлением правительства РФ от 26 декабря 2016 года номер 1498. 115. Исполнитель ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальных услуг без предварительного уведомления потребителя в случае о возникновении или угрозы возникновения аварийной ситуации в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения, по которым осуществляются водо, тепло, электро- и газоснабжение, а также водоотведение, с момента возникновения или угрозы возникновения такой аварийной ситуации. Возникновение стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций, а также при необходимости их локализации и устранения последствий, с момента возникновения таких ситуаций, а также с момента возникновения такой необходимости. Выявление факта несанкционированного подключения внутриквартирного оборудования потребителя к внутридомовым инженерным системам или централизованным сетям инженерно-технического обеспечения, с момента выявления несанкционированного подключения. Использование потребителем бытовых машин, приборов, оборудования, мощность подключения которых превышает максимально допустимые нагрузки, рассчитанные исполнителем исходя из технических характеристик внутридомовых инженерных систем и доведенные до сведения потребителей, с момента выявления нарушения. Получение исполнителем предписания органа, уполномоченного осуществлять государственный контроль и надзор за соответствием внутридомовых инженерных систем и внутриквартирного оборудования установленным требованиям, о необходимости введения ограничения или приостановления предоставления коммунальной услуги, в том числе предписание органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного на осуществление государственного контроля за соответствием качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг установленным требованиям, о неудовлетворительном состоянии внутридомовых инженерных систем, за техническое состояние которых отвечает собственник жилого дома, или внутриквартирного оборудования, угрожающим аварией или создающим угрозу жизни и безопасности граждан, со дня, указанного в документе соответствующего органа. 116. В случаях, указанных в подпунктах А и пункта 115 настоящих правил, исполнитель обязан в соответствии с пунктом 104 настоящих правил зарегистрировать в журнале учета дату, время начала, окончания и причины ограничения или приостановления предоставления коммунальных услуг,
а также в течение суток с даты ограничения или приостановления предоставления коммунальных услуг проинформировать потребителей о причинах и предполагаемой продолжительности ограничения или приостановления предоставления коммунальных услуг. 117. Исполнитель ограничивает или приостанавливает предоставление коммунальной услуги, предварительно уведомив об этом потребителя в случае неполной оплаты потребителям коммунальной услуги в порядке и сроки, которые установлены настоящими правилами. Подпункт А в редакции постановления правительства РФ от 26 декабря 2016 года номер 1498. Проведение планово-профилактического ремонта и работ по обслуживанию централизованных сетей инженерно-технического обеспечения или внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме, через 10 рабочих дней после письменного предупреждения, уведомления потребителя. 118. Под неполной оплатой потребителям коммунальной услуги понимается наличие у потребителя задолженности по оплате 1 коммунальной услуги в размере, превышающем сумму 2 месячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленных исходя из норматива потребления коммунальной услуги независимо от наличия или отсутствия индивидуального или общего квартирного прибора учета и тарифа цены на соответствующий вид коммунального ресурса, действующих на день ограничения предоставления коммунальной услуги, при условии отсутствия заключенного потребителем-должником с исполнителем соглашения о погашении задолженности или при невыполнении потребителем-должником условий такого соглашения. В редакции постановления правительства РФ от 22 мая 2019 года номер 637. В случае, если потребитель полностью не оплачивает все виды предоставляемых исполнителем потребителю коммунальных услуг, то исполнитель рассчитывает задолженность потребителя по каждому виду коммунальной услуги в отдельности. В случае, если потребитель частично оплачивает предоставляемые исполнителем коммунальные услуги и услуги по содержанию жилого помещения, то исполнитель делит полученную от потребителя плату между всеми указанными в платежном документе видами коммунальных услуг и платой за содержание и ремонт жилого помещения пропорционально размеру каждой платы, указанной в платежном документе. В этом случае исполнитель рассчитывает задолженность потребителя по каждому виду коммунальной услуги, исходя из частично неоплаченной суммы. В редакции постановления правительства РФ от 26 декабря 2016 года номер 1498. 119. Если иное не установлено федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями правительства Российской Федерации или договором, содержащим положение о предоставлении коммунальных услуг, исполнитель в случае неполной оплаты потребителям коммунальной услуги вправе после предупреждения уведомления потребителя-должника ограничить или приостановить предоставление такой коммунальной услуги в следующем порядке. В редакции постановления правительства РФ от 13 июля 2019 номер 897. Исполнитель направляет потребителю-должнику предупреждение, уведомление о том, что в случае непогашения задолженности по оплате коммунальной услуги в течение 20 дней со дня доставки потребителя указанного предупреждения, уведомление, предоставление ему такой коммунальной услуги может быть сначала ограничено, а затем приостановлено либо при отсутствии технической возможности введения ограничения приостановлено без предварительного введения ограничения. Предупреждение уведомления доставляется потребителю путем вручения потребителю-должнику под расписку, или направление по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, или путем включения в платежный документ для внесения платы за коммунальные услуги текста соответствующего предупреждения, уведомления, или иным способом уведомления, подтверждающим факт и дату его получения потребителем, в том числе путем передачи потребителю предупреждения, уведомления посредством сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на пользовательское оборудование потребителя, телефонного звонка с записью разговора, сообщения электронной почты или через личный кабинет потребителя в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства либо на официальной странице исполнителя в сети интернет, передачи потребителю голосовой информации по сети фиксированной телефонной связи. В редакции постановления правительства РФ от 13 июля 2019 номер 897. При непогашении потребителем-должником задолженности в течение установленного в предупреждении, уведомлении срока исполнитель при наличии технической возможности вводит ограничение предоставления указанной в предупреждении, уведомлении, коммунальной услуги.
При непогашении образовавшейся задолженности в течение установленного в предупреждении, уведомлении, срока и при отсутствии технической возможности введения ограничений в соответствии с подпунктом настоящего пункта либо при непогашении образовавшейся задолженности по истечении 10 дней со дня введения ограничений предоставления коммунальной услуги исполнитель приостанавливает предоставление такой коммунальной услуги, за исключением отопления, а в многоквартирных домах также за исключением холодного водоснабжения. Пункт 119 в редакции постановления правительства РФ от 26 декабря 2016 года номер 1498. 120. Предоставление коммунальных услуг возобновляется в течение 2 календарных дней со дня устранения причин, указанных в подпунктах АБД пункта 115 и пункте 117 настоящих правил, полного погашения задолженности и оплаты расходов исполнителя по введению ограничений, приостановлению и возобновлению предоставления коммунальной услуги в порядке и размере, которые установлены правительством Российской Федерации, или заключение соглашения о порядке погашения задолженности и оплаты указанных расходов, если исполнитель не принял решение возобновить предоставление коммунальных услуг с более раннего момента. Пункт 120 в редакции постановления правительства РФ от 26 декабря 2016 года номер 1498. 121. Ограничение или приостановление исполнителем предоставления коммунальной услуги, которое может привести к нарушению прав на получение коммунальной услуги надлежащего качества потребителям, полностью выполняющим обязательства, установленные законодательством Российской Федерации и договором, содержащим положение о предоставлении коммунальных услуг, не допускается за исключением случаев, указанных в подпунктах АБД пункта 115 и пункта 117 настоящих правил. 121.1. Расходы исполнителя, связанные с введением ограничения, приостановлением и возобновлением предоставления коммунальной услуги потребителю-должнику, подлежат возмещению за счет потребителя, в отношении которого осуществлялись указанные действия, в размере, не превышающем 3000 рублей в совокупности. Пункт 121.1 введен постановлением правительства РФ от 26 декабря 2016 года номер 1498. 122. Действия по ограничению или приостановлению предоставления коммунальных услуг не должны приводить к повреждению общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, нарушению прав и интересов потребителей, пользующихся другими помещениями в этом многоквартирном доме и полностью выполняющих обязательства, установленные законодательством Российской Федерации и договором, содержащим положение о предоставлении коммунальных услуг. Нарушение установленных требований пригодности жилого помещения для постоянного проживания граждан.